Что произойдет, если бросить тысячи овец умирать на необитаемом острове посреди океана? В 1985 году новозеландское правительство сделало именно это, высадило 6 тысяч овец на крошечный остров Кэмпбелл в Южном океане и просто уплыло. Никакого присмотра, никакой еды, никакого укрытия. Остров площадью всего 40 квадратных миль, продуваемый ледяными ветрами, без единого дерева. Ученые были уверены, через год от стада не останется и следа. Но когда исследователи вернулись спустя 20 лет, они обнаружили нечто совершенно невероятное. Овцы оказались в ловушке на куске скалистой земли, где температура редко поднималась выше 5 градусов, а ветер достигал скорости 100 миль в час. Кэмпбелл находится в 500 милях к югу от Новой Зеландии, в самом сердце ревущих 40-х широт. Здесь не растут деревья, только жесткая трава и мох цепляются за каменистую почву. Зимой остров накрывают снежные бури, летом — бесконечные дожди и туманы. Фермеры завезли овец сюда еще в 1895-м, пытаясь разводить их для шерсти. 90 лет люди жили на острове, стригли животных, отправляли шерсть на материк. Но в 85-м правительство решило превратить Кэмпбелл в природный заповедник. Всех людей эвакуировали, а овец просто бросили. Слишком дорого обходилась их транспортировка на Большую Землю. 6 тысяч животных остались наедине с Южным океаном. Биологи подсчитали, что овцы уничтожат остатки растительности за 2-3 года и вымрут от голода. Это даже входило в план восстановления экосистемы. Пусть съедят все, что осталось от фермерских пастбищ, а потом природа возьмет свое. Первую зиму никто не ожидал, что стадо переживет. Овцы — домашние животные, выведенные человеком за тысячи лет селекции. Они не умеют защищаться от хищников, не приспособлены к экстремальным условиям, зависят от регулярной стрижки. Их шерсть растет постоянно, в отличие от диких предков, и без стрижки животное может перегреться или не справиться с весом руна. На Кэмпбелле не было хищников, но были другие угрозы. Ледяной дождь со снегом бил по острову 300 дней в году. Шерсть намокала, становилась тяжелой, холод добирался до кожи. Овцы сбивались в кучи, пытаясь согреться, но многие все равно замерзали насмерть в первые же недели. Трава на острове жесткая, с высоким содержанием соли от океанских брызг. Овцы, привыкшие к сочным фермерским пастбищам, теперь жевали то, что росло между камнями. Водопоев почти не было, только талая вода в ложбинах и редкие ручьи. Зимой они замерзали. Через год ученые ожидали найти сотни трупов и несколько десятков выживших истощенных животных. Но на остров никто не возвращался. Слишком опасно подходить к берегу в штормовую погоду, слишком дорого снаряжать экспедицию ради подсчета дохлых овец. Кэмпбелл оставался закрытым для посещения охраняемой природной территорией. Овцы были предоставлены сами себе, забытые всеми. Стадо раскололось на десятки мелких групп, разбредшихся по всему острову. Овцы инстинктивно искали укрытие от ветра, забивались в расщелины между скал, ложились в низинах, где поток воздуха был слабее. Животные, которые остались на открытых участках, погибли в первую же зиму. Выжили те, кто научился читать рельеф местности. Шерсть стала главной проблемой. Без стрижки руно росло бесконтрольно, достигая длины в фут и больше. Овцы превращались в ходячие комки грязной шерсти, волочащиеся по земле. Под дождем руно впитывало воду, как губка, становясь невыносимо тяжелым. Некоторые животные просто ложились и больше не вставали, не хватало сил поднять собственную шкуру. Но происходило и обратное. Часть овец научилась сдирать шерсть о острые камни. Они терлись боками о скалы, выдирая клочья руна, оставляя на камнях целые пучки грязной шерсти. Этот навык передавался от матерей к ягнятам. Молодняк наблюдал и повторял. Овцы с короткой шерстью двигались быстрее, меньше мерзли в мокром руне, имели больше шансов. Питание изменило их тела. Жесткая соленая трава стачивала зубы быстрее, чем мягкие фермерские корма. Овцы с более крепкими зубами доживали до размножения, слабые умирали от голода в среднем возрасте. Челюсти становились мощнее, зубы крепче. Через несколько поколений стадо уже отличалось от материковых сородичей. Ягнята рождались весной, в самый опасный период. Новорожденные появлялись на свет мокрыми, беззащитными перед холодным ветром. Большинство умирало в первые сутки от переохлаждения. Матери не могли их защитить. На острове не было сухих укрытий, теплых сараев, человеческой помощи. Выживали только самые крепкие ягнята, те, кто вставал на ноги в первый час после рождения и быстро обсыхал.
Стадо начало мигрировать по острову вслед за растительностью. Летом овцы поднимались на возвышенности, где трава росла гуще. Зимой спускались к побережью, где морские водоросли, выброшенные штормом, становились дополнительным источником пищи. Никто не учил их этому. Они нащупывали маршруты методом проб и ошибок, запоминали безопасные тропы. Социальная структура изменилась. На ферме овцы жили одной массой под присмотром пастухов и собак. Здесь сформировались отдельные группы по 20-30 голов, каждая со своей территорией. Группы избегали друг друга, делили пастбища, придерживались своих троп. Драки вспыхивали редко, экономия энергии была важнее конкуренции. Бараны меняли поведение. Крупные самцы, тратившие силы на борьбу за самок, умирали быстрее. Выживали средние бараны, более осторожные, менее агрессивные. Они спаривались не со всеми самками подряд, а выбирали партнершу и оставались рядом. Такая стратегия сохраняла силы на долгую зиму. Через 5 лет на острове жило совсем другое стадо. Меньше размером, жилистое, с более темной шерстью, белая шерсть быстро превращалась в грязно-серую от торфа и мха. Овцы стали молчаливыми, блеяние привлекало внимание, тратило энергию. Они передвигались тихо, экономя каждое движение. Растительность острова начала исчезать с пугающей скоростью. Овцы съедали траву быстрее, чем она успевала восстанавливаться. Целые участки превратились в голую землю с торчащими корнями. Биологи предсказывали именно это – полное уничтожение экосистемы за несколько лет, после чего овцы должны были вымереть от голода. Но на 10-й год произошло нечто неожиданное. Растения, которые не росли на Кэмпбелле десятилетиями, вдруг начали появляться по всему острову. Семена, дремавшие в почве со времен до появления овец, проросли. Это были жесткие, колючие виды трав, которые фермеры когда-то старательно выпалывали, чтобы овцы не ранили морды. Теперь эти растения захватывали территорию. Овцы избегали их, колючки впивались в губы, царапали язык. Животные обходили заросли стороной, выискивая более мягкую растительность. Колючая трава разрасталась без помех, формируя плотные куртины высотой в 3 фута. Внутри этих зарослей начала восстанавливаться другая флора. Защищенные от овечьих зубов колючками, редкие виды растений получили шанс выжить. Крошечные участки нетронутой природы возникали по всему острову, островки зелени посреди вытоптанных пастбищ. Птицы вернулись первыми. Альбатросы, покинувшие Кэмпбелл из-за фермерской деятельности, начали строить гнезда в колючих зарослях. Овцы не могли туда забраться, а значит, не давили яйца и птенцов. За альбатросами прилетели буревестники, потом пингвины облюбовали прибрежные участки, где колючки росли особенно густо. Помет птиц удобрял почву. Растительность становилась богаче, появлялись новые виды. Но овцы по-прежнему не трогали колючие заросли. Стадо загнало само себя на все меньшую территорию, площадь доступных пастбищ сокращалась каждый год. Численность овец начала падать, от 6 тысяч осталось около 3 тысяч к 15 году. Голод выкашивал слабых, старых, больных. Ягнята умирали чаще. Материнского молока не хватало истощенным овцематкам. Казалось, план правительства работает. Еще 5-10 лет, и стадо исчезнет само собой. Однако оставшиеся овцы адаптировались снова. Молодые животные, родившиеся уже на Диком острове, начали пробовать колючую траву. Они срывали ее осторожно, боковыми зубами, избегая уколов. Старшее поколение игнорировало колючки до самой смерти, но молодежь училась. Через 2-3 поколения навык закрепился. Овцы научились есть то, что раньше считалось несъедобным. Их морды покрывались шрамами от колючек, губы становились толще, грубее. Но зато открылся доступ к огромным территориям нетронутой растительности. Баланс установился неожиданный. Овцы ели колючую траву, но не так активно, как обычную. Заросли продолжали разрастаться, птицы гнездились внутри, экосистема восстанавливалась, но медленно, с постоянным давлением со стороны стада. Остров превращался в мозаику из вытоптанных участков, колючих джунглей и восстанавливающихся оазисов дикой природы. Мхи и лишайники захватывали камни. Насекомые, почти исчезнувшие в первые годы, вернулись в колючие заросли. Пауки плели паутину между колючками, жуки рылись в птичьем помете. Пищевая цепочка восстанавливалась, но уже в искаженном виде, с овцами как неожиданным элементом дикой природы. Морские слоны выбрались на пляже в первый раз за 100 лет. Огромные животные весом до 4000 фунтов вытаскивали свои туши на берег, устраивали лежбища на камнях.
Раньше фермеры отгоняли их, слоны пугали овец, разрушали ограждения, теперь никто не мешал. Самцы дрались за территорию, их рев разносился на мили вокруг. Овцы наблюдали с безопасного расстояния, не приближаясь к огромным зверям. Лежбища занимали целые участки побережья, вытесняя стадо вглубь острова. Но морские слоны приносили с собой нечто ценное. Их экскременты удобряли прибрежные участки мощнее птичьего помета. Водоросли, прилипшие к шкурам слонов, оставались на камнях, разлагались, обогащали почву. Трава у побережья становилась сочнее, зеленее. Овцы ждали, когда слоны уплывут обратно в океан, и возвращались на удобренные участки. Тюлени следовали за слонами. Сотни морских котиков облюбовали скалистые бухты, где рожали детенышей. Их колонии росли каждый год. На Кэмпбелле не было людей, не было охотников. Остров превращался в убежище для морских млекопитающих. Пингвины гнездились тысячами. Хохлатые пингвины строили гнезда прямо в колючих зарослях, используя сухую траву и перья. Королевские пингвины занимали пляжи рядом с морскими слонами. Их громкие крики смешивались с блеянием овец, создавая какофонию звуков дикой природы. Птичьи колонии меняли ландшафт. Помет скапливался толстым слоем, убивая одни растения и питая другие. Появились виды трав, которые росли только на богатой азотом почве под гнездовьями. Овцы обнаружили, что эта трава особенно питательна, и начали пастись рядом с птичьими колониями. Странное сосуществование установилось между овцами и морскими птицами. Альбатросы не боялись овец, те не представляли угрозы для взрослых птиц. Овцы игнорировали альбатросов, объедая траву вокруг гнезд. Птенцы иногда гибли под копытами, но колония была настолько большой, что потери не имели значения. Буревестники рыли норы в торфяной почве. Овцы проваливались в эти норы, ломали ноги, умирали от травм. Но стадо училось обходить участки с норами, запоминало опасные места. Молодые овцы следовали за старшими по безопасным тропам, избегая птичьих поселений. Растительность взрывалась разнообразием в местах, защищенных птицами и колючками. Папоротники, не видевшие солнца десятилетиями, пробивались сквозь мох. Цветы, семена которых лежали в земле со времен до фермеров, расцветали яркими пятнами среди серо-зеленого ландшафта. Насекомые множились в этих оазисах, жуки размером с ноготь большого пальца ползали по стеблям. Мотыльки порхали между цветами в редкие солнечные дни. Пауки плели сети между камнями, ловили мух и комаров. Экосистема насекомых, почти уничтоженная овцами, восстанавливалась в защищенных анклавах. Птицы питались насекомыми, насекомые питались растениями, растения росли на птичьем помете, цикл замыкался. Овцы оставались частью этого цикла, но уже не доминировали. Они стали одним из многих видов, делящих остров. Ручьи текли чище. Без человеческой деятельности вода промывала русло от ила и грязи. Овцы пили из этих ручьев, но не загрязняли их так сильно, как раньше фермерские стада. Численность овец была слишком мала, чтобы нанести серьезный ущерб. Мох покрывал камни толстым ковром. Лишайники росли на скалах разноцветными пятнами, оранжевые, желтые, серые. Овцы иногда соскребали их копытами, но основная масса оставалась нетронутой. Вертолет опустился на плато в 2005-м, ровно через 20 лет после эвакуации последних людей. Биологи ожидали найти мертвый остров с десятком выживших овец и уничтоженной растительностью. Приборы для подсчета останков лежали в рюкзаках, камеры были готовы зафиксировать экологическую катастрофу. Первая овца появилась через 5 минут после посадки. Животное стояло на гребне холма в 100 ярдах от вертолета, наблюдая за людьми. Шерсть свисала неровными клочьями, морда была покрыта шрамами, но овца выглядела здоровой, упитанной. Она не убегала и не приближалась, просто смотрела. Потом появились другие. Десятки овец высыпали из-за скал, окружили вертолет широким кольцом. Они держались на расстоянии, но явно не боялись. Их поведение разительно отличалось от фермерских овец. Никакой паники, никакого бегства. Холодное любопытство диких животных. Биолог по имени Алан Маркс первым заметил растительность. Вместо голой земли остров покрывала густая трава, перемежающаяся зарослями колючих кустов. Цветы росли между камнями, папоротники заполняли низины, это противоречило всем прогнозам. Команда провела первый подсчет с воздуха на следующий день. Дрон летал над островом 6 часов, камеры фиксировали каждое движение. Компьютер обработал данные и выдал число 2700 овец. Больше половины стада выжило за 20 лет без человека. Маркс не верил цифрам. Он перепроверил расчеты трижды. Результат оставался тем же. Более того, овцы выглядели здоровыми. Никаких признаков массового голода, болезней или вырождения.
Ягнята бегали между взрослыми животными, упитанные и активные. Группа отправилась в пеший маршрут вглубь острова. То, что они обнаружили, перевернуло понимание экологии. Овцы не уничтожили растительность, они создали новую экосистему. Участки с низкой травой чередовались с высокими зарослями. Птичьи колонии процветали в колючих кустах. Морские слоны лежали на пляжах, а овцы паслись в сотни футов от них. Маркс нашел первые доказательства эволюции на третий день. Череп мертвой овцы лежал у ручья, выбеленный солнцем и дождями. Челюсть была массивнее, чем у обычных овец. Зубы крупнее и крепче. Он собрал еще дюжину черепов за неделю. Все показывали одно и то же — физические изменения. Команда поймала 3 овец для детального изучения. Животные сопротивлялись яростно, не как домашний скот, а как дикие звери. Понадобилось 4 взрослых мужчин, чтобы удержать одного барана. Его мышцы были жесткими, как канаты, копыта твердыми, как камень. Анализ крови показал повышенный уровень гемоглобина, адаптация к холодному климату. Шерсть стала гуще у основания, но короче по длине, чем у фермерских овец. Копыта изменили форму, стали шире, лучше цеплялись за скользкие камни. Но самым поразительным было поведение. Овцы двигались организованными группами с четкой иерархией. Они использовали разные звуки для коммуникации, не просто блеяние, а целый набор сигналов. Предупреждение об опасности отличалось от призыва к движению. Маркс наблюдал, как одна группа овец обходила участок с птичьими норами. Они знали каждую опасную зону, каждую тропу. Знание передавалось от поколения к поколению без участия человека. Культура выживания, развившаяся за 20 лет. Группа провела на острове 3 недели. С каждым днем открытий становилось больше. Овцы научились есть водоросли во время отливов. Они спускались к океану, выбирали определенные виды, игнорировали ядовитые. Никто не учил их этому. Чистая адаптация. Тропы протянулись по всему острову сетью шириной в 2 фута каждая. Овцы вытоптали их за годы движения по одним и тем же маршрутам. Но эти тропы делали больше, чем просто соединяли пастбища. Они изменили гидрологию Кэмпбелла. Дождевая вода текла по овечьим тропам, как по желобам, формируя новые ручьи там, где их никогда не было. Вода размывала тропы глубже, создавала каналы. Эти каналы осушали заболоченные участки, превращая их в пригодные для растений территории. Растительность менялась, болотный мох уступал место траве. Овечий помет удобрял землю вдоль троп концентрированными полосами. Трава росла там ярче и гуще, привлекая больше овец. Цикл усиливал сам себя. Чем больше овцы ходили по тропе, тем богаче становилась растительность рядом, тем чаще они возвращались. Птицы использовали тропы как посадочные полосы. Альбатросам нужен разбег для взлета, широкие ровные участки без высокой травы. Овечьи тропы предоставляли именно это. Колонии альбатросов располагались теперь вдоль главных троп, птицы взлетали и садились прямо перед носом у овец. Это создало неожиданный симбиоз. Альбатросы защищали свои гнезда агрессивно, нападая на любую угрозу. Овцы научились избегать гнездовий в период размножения, обходя их стороной. Но после вылета птенцов овцы возвращались, объедая траву, обогащенную птичьим пометом. Семена растений распространялись через овечью шерсть. Колючки и репейники цеплялись за руно, переносились на мили, падали на новых территориях. Виды растений, которые раньше росли только в определенных местах, появились по всему острову. Биоразнообразие выросло благодаря овцам, а не вопреки им. Овцы создали пылевые ванны на сухих участках. Животные катались в пыли, избавляясь от паразитов. Эти ванны, углубления в земле диаметром в 10 футов, наполнялись водой после дождей. Крошечные водоемы становились домом для насекомых, которым нужна стоячая вода для размножения. Комары появились в этих лужах первыми. За ними прилетели стрекозы, охотящиеся на комаров. Птицы ловили стрекоз. Пищевая цепочка выстраивалась вокруг овечьих пылевых ванн. Зимние укрытия овец превратились в микроклиматические зоны. Животные забивались в одни и те же расщелины между скал год за годом. Тепло их тел, помет, выпавшая шерсть создавали в этих расщелинах особые условия. Температура там была на 10 градусов выше, чем снаружи. Растения, не способные выжить на открытом ветру, росли в этих укрытиях. Мхи покрывали стены толстым слоем, лишайники формировали целые колонии. Пауки плели паутину в углах, ловили насекомых, привлеченных теплом. Каждое овечье укрытие становилось крошечной экосистемой. Маркс обнаружил грибы, растущие на овечьем помете. Редкие виды, которые считались исчезнувшими с Кэмпбелла, процветали на экскрементах. Споры грибов разносились ветром, заражали новые кучи помета, распространялись по острову.
Грибы разлагали помет быстрее, возвращая питательные вещества в почву. Береговая линия изменилась там, где овцы спускались к океану на водопой. Их копыта разрушали края обрывов, создавая пологие спуски. Морские птицы использовали эти спуски как удобные подходы к воде. Пингвины карабкались по овечьим тропам с моря на берег, экономя энергию. Овцы выедали определенные виды растений избирательно. Они предпочитали мягкие травы, избегали жестких. Это давало жестким видам преимущество. Они захватывали территорию без конкуренции. Баланс между мягкими и жесткими растениями установился сам собой. Ветрозащитные заросли формировались там, где овцы не паслись. Высокие жесткие травы росли плотными куртинами, ломая силу ветра. За этими заростями создавались тихие зоны, где могли расти нежные растения. Остров покрылся мозаикой из открытых пастбищ и защищенных оазисов. Научная статья Маркса взорвала академическое сообщество в 2006-м. Коллеги обвиняли его в фальсификации данных. Домашние животные не могут выжить в дикой природе 20 лет без человека. Это противоречило всем учебникам. 3 рецензента отклонили статью, назвав ее фантастикой. Маркс вернулся на Кэмпбелл с международной командой из 12 биологов. Они провели на острове 2 месяца, собирая доказательства. Каждую овцу пометили электронными метками. Установили камеры на всех ключевых точках, взяли образцы ДНК у 150 животных, генетический анализ показал изменения в 23 генах. Эти гены отвечали за терморегуляцию, пищеварение, иммунитет. За 20 лет, всего 20 поколений овец, естественный отбор изменил их на генетическом уровне. Это была наблюдаемая эволюция в реальном времени. Профессор Хелен Уайт из Оксфорда сравнила кэмпбеллских овец с их материковыми родственниками. Различия были драматическими. Островные овцы имели на 15% больше мышечной массы. Их легкие были крупнее, сердце мощнее, кости плотнее и тяжелее. Самым поразительным было изменение мозга. Черепа островных овец вмещали мозг на 8% больше, чем у фермерских. Сканирование показало развитие областей, отвечающих за память и пространственную ориентацию. Овцы стали буквально умнее за 2 десятилетия. Уайт провела эксперименты с лабиринтами. Островные овцы проходили их в 3 раза быстрее материковых. Они запоминали маршруты после одной попытки, в то время как фермерским овцам требовалось 5-6 повторений. Способность к обучению выросла радикально. Документальная съемка началась в 2007-м. Команда провела на острове год, фиксируя жизнь стада через все сезоны. Кадры ягнят, рождающихся в снежную бурю и встающих на ноги через 20 минут, шокировали зрителей. Обычные ягнята не выживали в таких условиях. Фильм показал овец, питающихся водорослями во время шторма. Они спускались к океану между волнами, хватали водоросли и отбегали, когда следующая волна накатывала на берег. Точный расчет времени, координация движений, поведение, которое требует интеллекта. Камеры засняли конфликт между овцами и морскими слонами. Огромный самец весом в 3500 фунтов занял участок пляжа, где овцы обычно пили пресную воду из ручья. Стадо наблюдало 3 дня, потом начало спускаться к ручью группами по 5-6 овец, пока слон спал. Они пили быстро и бесшумно, убегали до его пробуждения. Это была стратегия, требующая планирования и коммуникации. Овцы координировали действия, высылали разведчиков, действовали согласованно, поведение, которое считалось невозможным для домашнего скота. Зоологи из 8 стран приезжали изучать феномен. Каждый находил что-то новое. Немецкая команда обнаружила, что овцы используют разные звуки для обозначения разных угроз. Один сигнал означал опасность с воздуха, другой — проблемы на земле. Примитивный язык развился без человеческого влияния. Японские исследователи изучали социальную структуру. Они выявили сложную иерархию с несколькими уровнями подчинения. Матриархи управляли группами, принимали решения о миграции, выбирали места для ночлега. Самцы играли второстепенную роль, в отличие от фермерских стад, где бараны доминировали. Французская команда сфокусировалась на материнском поведении. Овцы-матки учили ягнят избегать опасности активно, а не пассивно. Мать вела ягненка к птичьей норе, показывала ее, блеяла предупреждающе. Передача знаний через обучение, а не только через инстинкт. Дебаты разгорелись о будущем стада. Часть ученых требовала немедленного уничтожения овец. Они оставались инвазивным видом, угрозой для коренной флоры. Другие настаивали на сохранении. Это был уникальный эволюционный эксперимент, который нельзя прервать.
Правительство приняло решение в 2008-м. Овец необходимо уничтожить полностью. План восстановления экосистемы требовал удаления всех инвазивных видов. Выделили $2 миллиона на операцию. Наняли профессиональных охотников из Австралии и Новой Зеландии. 20 стрелков высадились на острове в марте 2009-го. Они привезли винтовки с оптическими прицелами, вертолет для воздушной охоты, собак для загона. План был прост: методично прочесать остров квадрат за квадратом, убить каждую овцу за 3 месяца. Первую неделю убили 300 овец. Охотники работали эффективно, группами по 4 человека. Овцы не знали огнестрельного оружия, не понимали опасности. Они стояли и смотрели, когда люди поднимали винтовки. Легкие цели. Но на 8-й день что-то изменилось. Овцы перестали показываться на открытых участках. Они исчезли в расщелинах, за камнями, в колючих зарослях. Охотники проходили мили, не встречая ни одного животного. Будто стадо растворилось. Вертолет поднялся для воздушной разведки. Пилот пролетел над всем островом на малой высоте. Овцы прятались под нависающими скалами, в пещерах, под плотными кустами. Они не бежали от звука винта, они замирали, становились неподвижными. Серая шерсть сливалась с серыми камнями. Различить их было почти невозможно. Охотники изменили тактику. Они начали прочесывать остров с собаками. Псы находили овец по запаху, выгоняли на открытое место. Но овцы научились обходить собак. Они забирались на узкие карнизы, куда собаки не могли добраться. Прыгали через расщелины шириной в 6 футов, спускались по почти вертикальным склонам. За 2-ю неделю убили только 120 овец. Эффективность упала вдвое. Руководитель операции Грэм Коллинз не понимал, что происходит. Овцы вели себя не как домашний скот, а как дикие горные козлы. Они использовали местность, планировали побег, действовали организованно. Стадо разделилось на мелкие группы по 10-15 голов. Каждая группа занимала труднодоступную территорию и не покидала ее. Они питались скудной растительностью между камнями, пили из крошечных луж. Голодали, но не выходили на открытое место. Коллинз запросил подкрепление. Прислали еще 10 охотников и 3 снайперов. Месячный бюджет операции удвоился. Политики в Веллингтоне нервничали. СМИ следили за каждым шагом. Защитники животных протестовали у парламента. Снайперы заняли позиции на возвышенностях, наблюдали через оптику днями. Овцы выходили только ночью, в полной темноте, когда стрельба была невозможна. Они двигались бесшумно, малыми группами, использовали разные маршруты каждую ночь. Охотники установили ловушки у источников воды. Овцы перестали пить из ручьев. Они слизывали росу с камней на рассвете, ели снег зимой. Некоторые группы вообще не спускались с высокогорных участков неделями. За 3-й месяц убили 350 овец. Всего погибло 770 животных из 2700, меньше трети стада. Операция провалилась. Коллинз доложил правительству: полное уничтожение овец невозможно при текущих методах. Потребуется минимум год и $5 миллионов. Политики приостановили операцию. Деньги закончились, общественное давление росло. Документальный фильм об умных овцах собрал миллионы просмотров по всему миру. Люди требовали оставить животных в покое. Охотники покинули остров в июне. За ними наблюдали сотни овец с окрестных холмов. Животные вышли из укрытий только через 3 дня после отъема вертолета. Они вернулись на свои пастбища, к ручьям, на побережье. Жизнь острова продолжилась. Выжившие овцы передали опыт следующему поколению. Ягнята, родившиеся после охоты, учились прятаться от людей, избегать открытых пространств, замирать при звуке техники. Страх перед человеком закрепился в популяции навсегда. Остров Кэмпбелл получил статус охраняемой территории с особым режимом в 2011-м. Овцы официально стали частью экосистемы, а не угрозой для нее. Документы называли их натурализовавшимся видом, домашние животные, ставшие дикими и интегрировавшимися в природу. Популяция стабилизировалась на уровне 2000 голов, рождаемость уравновесилась со смертностью. Стадо нашло свою нишу в экосистеме острова, не уничтожая ее и не вымирая само. Численность не росла и не падала 5 лет подряд. Редкие виды птиц вернулись на Кэмпбелл впервые за 100 лет. Новозеландский альбатрос, считавшийся исчезнувшим с острова, загнездился в колючих зарослях в 2012-м. Популяция выросла до 300 пар за 3 года. Овцы не трогали гнезда, птицы не боялись овец. Растительное разнообразие увеличилось на 40% по сравнению с фермерскими временами. Ботаники нашли 17 видов растений, которые считались вымершими на острове. Они выжили в семенном банке почвы и проросли, когда условия стали подходящими.
Маркс опубликовал итоговую монографию в 2015-м. 600 страниц документировали превращение домашних овец в дикий вид за 30 лет. Книга стала основой для новой области науки – наблюдаемой быстрой эволюции в антропогенных условиях. Университеты со всего мира отправляют студентов на Кэмпбелл каждое лето. Остров превратился в живую лабораторию эволюции. Исследователи изучают, как овцы продолжают меняться, как адаптируются к климатическим колебаниям, как передают знания потомству. Генетики секвенировали геном кэмпбельских овец полностью в 2018-м. Сравнение с геномом фермерских овец показало изменения в 143 генах. Некоторые мутации оказались уникальными. Они никогда не встречались ни у диких, ни у домашних овец. Самое поразительное открытие сделали в 2020-м. Кэмпбельские овцы начали менять сезон размножения. Фермерские овцы рожают строго весной. Это жестко закреплено генетически после 1000 лет селекции. Островные овцы начали рожать ягнят летом, когда погода мягче и корма больше. Эволюция сломала то, что человек создавал тысячелетиями. Экономисты подсчитали стоимость эксперимента. Если бы правительство планировало его специально, содержание исследовательской базы, кормление животных, ветеринарный контроль, затраты составили бы $200 миллионов за 30 лет. Природа провела его бесплатно, просто потому, что людей не было рядом. Философы и экологи спорят о значении Кэмпбелла до сих пор. Одни видят доказательства, что природа может восстановиться даже после человеческого вмешательства. Другие предупреждают, это исключение, а не правило. Везение — совпадение факторов, которые невозможно повторить. Что произошло, когда 1000 овец бросили умирать на мертвом острове? Они не просто выжили, они эволюционировали. Превратились из домашнего скота в дикий вид за срок жизни одного человека. Создали новую экосистему вместо того, чтобы уничтожить старую. Доказали, что граница между домашним и диким, между вымиранием и процветанием тоньше, чем кажется. Сегодня на Кэмпбелле живет около 2000 овец, которых никто не стрижет, не кормит, не лечит. Они пасутся рядом с альбатросами, пьют воду рядом с морскими слонами, рожают ягнят в снежные бури. Они помнят охотников и прячутся от людей. Они дикие животные в телах домашнего скота. Природа провела эксперимент, который человек никогда не решился бы начать. И результат оказался прямо противоположным всем прогнозам. Иногда лучшее, что мы можем сделать для природы, просто уйти и дать ей шанс.